Всем привет! И с вами очередная серия нашего крутого блога. В этой серии мы наконец-то начнем реставрацию нашего старенького друга. Это Chevrolet Corvette C3 77 года. Он в достаточно стрёмном состоянии попал к нам, но мы уже в принципе подготовили список работ, которые нужно по нему сделать, и настало по нему пройтись. Итак, в этой машине отвратительно почти все, начиная от покраски, заканчивая интерьером и технической стороной. Но при детальном изучении выяснилось, что нужно-то всего сделать один список на 2 страницы. Начнем, наверное, с интерьера. Вот такие вот куски у нас отлетают от облицовок. Кто-то уже перешивал салон, здесь каким-то образом оказался алькантара. Перешитые сиденья, которые мы в принципе оставим. Да, забегая немного вперед, я хочу поделиться с вами темой то, что эта машина, наверное, единственный и первый наш проект в блоге готовится на продажу. Мы хотим привести ее в чувство и летом в сезон поставить на продажу, посмотреть, как пойдет. Соответственно, машину нужно сделать хорошо, но минимальными вложениями. И детально изучив интерьер, экстерьер, подвеску, двигатель, мы набросали вот такой вот список работ. Начиная со стоек лобового стекла, которые были обгрызаны кем-то, заканчивая дверными картами, отсутствиями ручек, какая-то косая приборная панель, половина подсветки не работает вообще, колхозный какой-то кожух ручника, который обтянут алькантарой, но его тоже нужно заменить на оригинал. Ну, вот такие вот элементы, да, которые, в принципе, можно было бы поменять, поскольку на Corvette можно найти любые запчасти в Америке. Но мы подшаманим старое и аккуратненько вклеим, поскольку мы хотим заработать на этом больше. Также не хватает облицовок в ногах водителя и пассажира, накладки на рулевую колонку снизу. Не работает крутилка печки, то есть она заедает. Ну, по сути, как бы, естественно, нужно заменить все резиновые уплотнения, поскольку летом крыша течет очень сильно. Вот это все рассохлось и требует замены. В экстерьере машине тоже очень много нюансов. Ну, самый основной нюанс — это покраска. Машину красили валиком. Куча грязи на ней, куча царапин, куча сколов. Шпаклевали машину, не снимая бамперов. Можно посмотреть, да, что, ну, залита краской, которая потом потрескалась. Все пластиковые элементы тоже как бы в трещинах. Естественно, все это надо разбирать будет, переделывать, перешпаклевывать, перекрашивать. Ну и, естественно, заменить фары, заменить боковые указатели света. Так, что у нас еще по списку? Мы меняем весь хром. Да, мы меняем зеркала заднего вида, которые просто, по сути, не держатся на шарнирах. Заедающие ручки, которые иногда застревают, особенно на водительской стороне комплекта. Естественно, у этой машины надо будет заменить полностью все ключи и личинки. Ну, поскольку их просто нет, там один какой-то ключ есть, дверные не работают. Что мне здесь нравится, это черный цвет машины. Я планирую его оставить, поскольку все обычно ездят на красных корветах, но черный он придает изысканности машине, роскошности какой-то. И она действительно, может быть, не так ярко выделяется в потоке, но она безумно стильно выглядит. Она когда-то, да, была оранжевой, вот видно, что это черная, не первая ее покраска. Также отвратительные стыки фар с бампером, которые уже облезли, облупились. Лобовое стекло, естественно, придется менять, оно тоже все в трещинах. Все уплотнители так называемого T-топа накидной крыши, поскольку их здесь вообще нет. Вот эти вот тазовские элементы сразу видно на помойку. В общем, работы предстоит огромное количество. Также нам нужно полностью обслужить коробку с мотором. И не забыл.
здесь сильно течет ГУР. Нам предстоит выяснить, по какой причине он течет. Ну и, естественно, заранее я подготовил и заказал огромный комплект запчастей по этому списку. Там полный ремкомплект ГУРа, все шланги, все сальники, все резинки, направляющие, уплотнители, даже лампочки новые, какие-то там шланги системы охлаждения. Также на машине сгнил радиатор крепления. Сильно пострадал радиатор крепления, сильно пострадал от коррозии. Также у этой машины сильно пострадало крепление радиатора. Оно просто сгнило. Мы его тоже заказали, и его нужно будет установить. Ну и самое серьезное, что я считаю и сложное по работам в этой машине, это на раме слабое место, которое требуется подварить. Мы не будем искать каких-то там супер сложных или там хитрых махинаций, просто снимем кузов с рамы и сделаем проварку локально качественно. Мы могли бы не снимать кузов и просто сварить, грубо говоря, как есть снизу, прилепив какую-нибудь заплатку. Но я заказал ремкомплект на раму, на эти уголки. Мы аккуратно вырежем поврежденные участки и заменим их новыми. Покрасим все и вернем кузов на свое место. Мы извлекли так называемый радиатор суппорт. Это рама, которая держит радиатор в машине. Она полностью уничтожена коррозией. Но благо в Америке есть все детали. Эту деталь мы заказали тоже. Стоила она 350 баксов, и она подходит болт-он. То есть старая снимается, ставится новая. Теперь, когда мы отсоединили все шланги, все патрубки и электрику, мы будем загонять машину на подъемник, снимем все шланги и электрику, которую не получилось снять сверху, снизу, и начнем процесс снятия кузова с рамы. Машина на подъемнике, и первое, что бросается в глаза, это течь с рулевого механизма, а именно с усилителя. Здесь видно, что шланги и трубки растрескались, и с них прям конкретно капает. Поэтому закажем новые и поменяем. В целом сам механизм выглядит свежим. Я думаю, он уже перебранный, ну и лишних всяких течей и капель я здесь не вижу. Поэтому, думаю, ограничимся только шлангами.
Иногда следует подкрепиться вовремя свежей пиццей. Да, Дим? Перчатки упали. В общем, случилось то, что должно было случиться. Мы попали в небольшую, так сказать, весь план наш немного пошел к чертям. Быстренько это снять кузов, открутить пару шлангов, снять радиаторы. И план был таков, что рама должна остаться на полу, а кузов должен был подняться на подъемнике. Но не тут-то было. Пришла пицца. А вообще, если серьезно, разбирать 52-летний корвет не так просто. Мы уже должны были снять кузов с рамы, но немного нас затормозило то, что под бампером находится усилитель, который завязан на раму. И чтобы его открутить, нужно потратить немало времени, что мы сейчас и будем делать. Да, снять кузов с корвета такое проблематичное дело. Это не классический там тот же Шевель, предположим, или Импала, где все достаточно просто снимается, минимум болтов и минимум усилий. Откручивается там 10 закладных и просто все это поднимается. Здесь же все как-то очень странно связано между собой. То есть усилитель бампера с рамой, рама с кузовом и фары там с усилителем бампера, и все это, походу, придется разбирать полностью, чтобы снять кузов. Целые сутки потребовались, чтобы разобрать только лишь переднюю часть нашего C3. Ни один болт просто так не открутился. Большинство из них просто сломались из-за того, что они проржавели. Было потрачено уйма сил, естественно, времени. Но сейчас все, наконец, закончено. Далее мы отстегнем все остальные крепления кузова к раме. Я уже посмотрел и понял, что большинство болтов просто так же либо лопнут, либо будут как-то демонтированы болгаркой, потому что открутить их возможности не будет в меру того, что они проржавели просто. Естественно, все закладные места металлические, как на раме, так и на кузове, тоже придется восстанавливать, поскольку везде труха. Но ради этого мы начали всю эту историю. Дальше увидите, как это все будет происходить. Итак, следующим этапом после снятия переднего усилителя и всех компонентов спереди сделать то же самое сзади. Надо снять задний усилитель и облицовку с фарами.
общем, с этим корветом все не слава богу, кроме того, что как бы все болты не откручиваются, они либо ломаются, либо их приходится срезать, поскольку гайки приржавели к болтам. А теперь еще и подкинулась проблем с снятием кузова с рамы, поскольку, видимо, от времени все это как-то между собой склеилось. Получается так, что мы поднимаем, и кузов прилип и ломается, крошится, трескается. Ну, ввиду того, что он как бы подубит снизу тоже, не отделяется рама от кузова. Сейчас будем выдумывать какие-то крепления, чтобы распределить равномерно усилия от подъемника на кузов и пытаться приподнять В общем, мы успешно демонтировали кузов с рамой, и теперь можно здраво оценить объем работ, который предстоит выполнить. На первый взгляд рама, в принципе, в нормальном состоянии, нет сквозной коррозии, ну, за исключением нижней части. Вот именно в этих местах, где косынки, началась коррозия. И началось это, скорее всего, по той причине, что здесь как бы сделан такой кармашек, сверху который прикрыт кузовом. Сюда забрасывает грязь, она здесь скапливается, вот можно увидеть, сколько ее здесь. И, естественно, происходит процесс коррозирования. Вот эти места изгнили. Теперь изучим кузов. Здесь, на мой взгляд, самые сложные повреждения, поскольку сгнили, ну как, опять же, я ожидал худшего, но все, в принципе, не так плохо. Только 2 из 8 отверстия закладных сгнили, их придется восстанавливать. Остальные же, в принципе, в нормальном состоянии. Мы заменим просто резинки, шайбы и болты с гайками и поставим все обратно. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот это вот самое страшное повреждение. Как видите, тут вообще вырвало подушку. Здесь придется отрезать и вварить новый участок. В общем, как я и говорил, как я и думал, сам процесс снятия машины с рамы, он достаточно быстрый. И если бы все болты, все закладные, все было в нормальном состоянии, все открутилось бы без проблем, это заняло бы у нас, ну, часов 5 максимум. В нашем же случае мы возились 2 дня, чтобы просто расчленить машину с кузовом. И, в принципе, если бы даже кто-то сюда лазил, ну, хотя бы 10 лет назад, было бы проще. А на мой взгляд, в машину, ну, есть подозрение, что ее разбирали. Но, опять же, не факт, что кто-то сюда лазил по состоянию болтов и соединений. Все у нас получилось. Мы сняли кузов с рамы. Теперь немного расскажу о сложности сварных работ. В принципе, ничего такого криминального по раме нет. Нужно будет вырезать небольшой кусок, согнуть металл, аккуратненько его варить, все это зачистить, чтобы это было как с завода практически.
По закладным особых проблем тоже не должно возникнуть. У нас на кузове 2 закладные, которые надо восстановить. Но там, в принципе, тоже ничего сложного. Вырежем кусок металла, варим новый, зачистим, покрасим, и будет все отлично. Ну что там? Для более детального изучения состояния рамы мы загнали машину на мойку. Сейчас ее полностью отмоем вместе с мотором и ходовой. Загоним обратно, просушим и уже будем инспектировать основательно. Сделай, пожалуйста, нам комплекс. Машина отмыта, и теперь мы можем полностью изучить все элементы. Я специально на мойке попросил ребят отмыть угловые элементы рамы, которые сгнили. И здесь наглядно можно наблюдать. Здесь еще как бы неплохо с этой стороны, но тоже есть сквозные в косынках. А с той стороны все еще хуже. Здесь банка будто вскрыта консервным ножом насквозь. То есть непонятно, что с ней произошло. Возможно, был какой-то удар. Поскольку косынка полностью отржавела, отгнила от элементов рамы, это мы все вырежем и вварим новые элементы. Также мойка всего этого дала нам возможность найти мелкие какие-то недочеты, например, щуп, который был сплошь покрыт грязью и налетом из масла, сгнил пополам. Это чревато тем, что под машиной вода может попадать в коробку через эту дырку и просто испортить ее. Поэтому этот элемент нам придется тоже заменить. Естественно, мы заменим все топливные магистрали, все тормозные магистрали, проложим все заново, аккуратно, опрятненько и чисто. Мы, естественно, снимем мотор и коробку, заменим все прокладки, обслужим, поменяем масло. Пробежимся по тормозной системе, заменим амортизаторы, элементы резинового уплотнения и проварим кузов. После этого соберем машину и поставим на ход ее. Друзья, надеюсь, вам понравился наш выпуск. Ставьте лайки, пишите комментарии. В следующей части я вам расскажу, как мы произведем все ремонтные работы по раме и кузову, соберем их обратно и выйдем на тест-драйв этого корвета C3. Всем пока!